Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Давайте узнаем, каковы же у вас перспективы в отношениях с загаданным человеком. У нас будет одна позиция, один вариант. Сразу же смотрите, насколько он подходит или не подходит под вашу ситуацию. Комментарии можно оставлять под видео. И давайте начнем смотреть перспективы. Что же у вас в перспективе? Карта Дьявол. Смотрите, у большинства здесь будут отыгрываться тайные отношения, либо отношения, которым многие мешают. Это могут быть обстоятельства, это могут быть родственники, родственницы, недоброжелатели. Это ограничивающие обстоятельства, которые не позволяют полноценно, ровно, гладко двигаться вперед. По сути, здесь каждый из вас автономен. Девятка пентаклей – это такое состояние, когда каждый сам по себе. Но, тем не менее, вы друг друга не отпускаете. Карта дьявола – это, знаете, как такая ситуация, в которой вы будто связаны одной нитью, скованы одной цепью. У многих здесь такая пауза. Пятерка мечей – это состояние обид, состояние недовольства, где-то гнева и злости. Кто-то намеренно молчит. Вот манипуляция молчанием. Я буду молчать до победного финала. Это ты должен мне написать, это ты должна мне написать. И каждый старается доказать свою значимость. При этом все, что происходит в ваших отношениях, это чистой воды иллюзия. Семерка кубков, семерка чаш, это, знаете, вот состояние какой-то вот фантазии. Сами себе придумали и верим вот в эту сказку, в эту историю, которую мы себе в воображении представляем. На самом деле, вам идет совершенно другой мужчина. Вот он, кубковый король, король чаш. Тот, на кого вы смотрите, он, конечно же, питает к вам искренние чувства, искренние эмоции, но, тем не менее, он не может дать вам стабильности, он не может дать вам конкретики, не может он в полной мере бороться, воевать за вас, за ваши интересы личные, совместные. И ему очень горестно от того, что он никак не может найти выхода из той ситуации, в которой вы оказались. А ему всего-то нужно оглянуться и увидеть те возможности, которые дает ему Вселенная. Нет, он сидит и уставился на то, что он никак не может или не хочет принять. И именно в этом здесь огорчение и разочарование. И именно поэтому, пока тот человек, на которого вы смотрите, будет сидеть, обижаться, огорчаться, расстраиваться, вы встретите другого мужчину, он проявит себя по отношению к вам очень тепло, очень романтично. А тот, на кого вы смотрите, он, собственно, отойдет на второй план. Но, тем не менее, ваше взаимодействие с ним, оно не прекратится. Вы так или иначе будете взаимодействовать либо по работе, либо будете взаимодействовать через общих знакомых, возможно, по каким-то вопросам, по каким-то делам. И чувства здесь никуда не уйдут, чувства здесь они все равно будут. Просто здесь на почве того, что рядом с вами другой, более интересный персонаж, роль того человека, на которого вы сейчас смотрите, она будет уже не столь значительна, не столь актуальна. Проблема и нюанс в том, что ваши взаимоотношения вот с тем, на кого вы смотрите, они цикличны. Ближе, дальше. То вы вспоминаете друг от друга, о друге, то вы отдаляетесь друг от друга. И в те моменты, когда вы находитесь вдалеке, вы все равно друг о друге думаете и скучаете. Также здесь еще такой нюанс, Верховная Жрица. Это символ тайных отношений, отношений без статуса. Поэтому здесь вся история будет сводиться к тому, что ваши отношения каким-то вот определенным статусом и словом охарактеризовать будет сложно. Но каждый раз у вас будет шанс, у вас будет возможность для того, чтобы после очередной паузы, после очередного затишья ваше общение возобновить.
И в данном случае вот это стабильная нестабильность. Это определенный сценарий постоянный, который вы будете проходить. Из раза в раз вы будете в него возвращаться, потому что так или иначе вы друг друга знаете, вы друг друга чувствуете и можете друг другу в определенных вопросах доверять. И те надежды, которые вы когда-то друг на друга возложили, их нельзя просто так исключить из вашего сознания, из ваших мечтаний, из вашей головы. И здесь прям, знаете, как вот такая идея фикс. Вот если я себе поставила цель, или если я поставил себе цель вот сделать то-то, то-то в отношениях с этим человеком, я обязательно должен этого достичь, должен этого добиться. И здесь, даже ныряя в неизвестность, будет буквально отключаться сознание, будет отключаться здравый смысл в тот момент, когда вам будет хотеться вновь и вновь погрузиться вот в это общение друг с другом, в эти отношения, за теми самыми эндорфинами, которые вы можете подарить друг другу. Но здесь, знаете, все больше генерируется вашим женским желанием. Здесь мужчина, как, знаете, как пчела на мед, летит на вашу такую теплую, добрую, любящую энергию. Энергию, наполненную чувствами и теплом. Это вот, знаете, вот как на солнышке погреться, это наполнится жизненной силой. Потом наступают моменты, когда возникают определенные обстоятельства, ну, по справедливости, это, как правило, такие весомые аргументы. У кого-то работа, у кого-то официальные отношения, у кого-то еще какие-то там серьезные причины. И здесь движет вами чувство страха, чувство тревоги. А вдруг? А что? А как? И, естественно, получается то, что нужно держать ситуацию под контролем и в определенный момент делать шаг назад, отступать от своих намерений для того, чтобы придерживаться безопасности. Поэтому здесь вот эта вот цикличность, вот эта неопределенность и влияние то ли посторонних людей, то ли обстоятельств на то, что могло бы между вами сложиться, оно так и будет повторяться. Причем каждый раз после очередного, повторюсь, отдаления будет желание и возможность сблизиться, сделать шаг навстречу. Причем каждый раз, когда эта возможность будет вам даваться, вы будете стараться, и ваш партнер будет стараться реабилитироваться как-то, вот стать лучше в ваших глазах. Вот если что-то раньше он не сделал или упустил, он сейчас будет стараться осуществить это с более такой вот сильной ответственностью, с удвоенным старанием, потому что вот ему хочется тоже не ударить в грязь лицом. Тем не менее, здесь рано или поздно настанут такие обстоятельства, которые дадут вам понять, что все в ваших руках. И вам дальше решать и выбирать, куда же дальше двигаться в этих отношениях. И придет время выбирать семью, либо те отношения, в которых может быть построена семья. А тот человек, вот, на которого вы сейчас смотрите, с ним либо совсем не получится семья, либо семья такая весьма сомнительная. И вот именно тогда ваши отношения, посмотрите, карта смерть, звезда, это трансформация в такой формат, когда вы находитесь вот на дистанции, на расстоянии и продолжаете друг другом любоваться. Он станет для вас мужчиной из прошлого. То есть вы можете переписываться, вы можете друг за другом наблюдать, но вы уже перестанете быть друг для друга вот тем, кто вы есть сейчас, а будете, так знаете, ну вот периодически вспоминать. Но момент ожидания, он все равно будет присутствовать. Как, знаете, вот получить то, что недополучили в свое время. Вот такой получился у нас с вами расклад, дорогие зрители. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.